Привет всем, друзья! Это юрист Валерий Табаков. Сегодня 12 января 2026 года, 10 часов утра 50 минут по киевскому времени. Я хочу рассказать вам открыто и подробно о ситуации, которая меня искренне возмутила и которая, на мой взгляд, не имеет права происходить в современной украинской адвокатуре. Сегодня, друзья, я позвонил адвокату Романек Наталье Николаевне. Она представляет интересы потерпевшей Софии Особы в деле об убийстве Ирины Фарион. Романек Наталья Николаевна – это адвокат из Львова. Ее номер свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельности номер 1336. Выдано 16 апреля 2008 года Львовской областной КДК. Все это открыто указано в Едином реестре адвокатов Украины. Цель моего звонка была абсолютно стандартной и законной. Обсудить возможность оказания правовой помощи по конкретному вопросу. Задать несколько уточняющих вопросов, понять, готова ли она взять дело или хотя бы проконсультировать, оказать адвокатскую помощь. Ничего экстраординарного, обычный профессиональный контакт потенциального клиента с адвокатом. Разговор длился буквально считанные секунды. Я начал говорить по-русски. Это мой родной язык, на котором я общаюсь ежедневно, веду дела, консультирую клиентов. И сразу же адвокат прервала меня. Заявила буквально следующее. А вы можете говорить на украинском языке? На что я ответил, что я говорю по-русски, это мой родной язык, мне удобно излагать свои мысли на русском. Однако адвокат не стала меня слушать. Она сказала: я с вами не буду разговаривать, потому что вы говорите не на украинском языке. После этих слов она просто бросила трубку и гудки. Не дала мне даже шанса объяснить ситуацию. Вот такое вот дело. Повторяюсь, я не оскорблял, не хамил, не угрожал, не вел себя агрессивно. Просто говорил на русском языке. И этого оказалось достаточно для полного отказа в общении. Ни слова о сути дела. Ничего. Просто дискриминация по языковому признаку. Я считаю такое поведение адвоката абсолютно недопустимым и грубым нарушением профессиональных обязанностей. Почему это именно так? Во-первых, адвокат приносит присягу адвоката Украины, согласно статье 11 Закона Украины про адвокатуру и адвокатскую деятельность. Присяга звучит так: я урочисто присягаю в своїй адвокатській діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист і надавати правничу допомогу відповідно до Конституції України і законів України. Ключові слова: верховенство права, законность, правила адвокатской этики. Отказ общаться с человеком только из-за языка – это прямое нарушение принципа верховенства права
и равенства перед законом. Во-вторых, статья 21 того же закона прямо устанавливает професіональні обязанности адвоката. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатской этики. А теперь смотрим на правила адвокатской этики. Они утверждены съездом адвокатов Украины. В них четко прописаны принципы: независимость, профессиональность, ответственность, честность, сдержанность и корректность, достоинство, недопущение любых проявлений дискриминации, толерантность и терпимость, корпоративность и сохранение доверия общества, конфиденциальность. Особенно важно здесь недопущение дискриминации по любым признакам, включая языковой. Статья 57 правил о поведении в интернете тоже устанавливает те же принципы и прямо говорит о недопустимости проявлений дискриминации, агрессии, нетерпимости, а отказ в общении с потенциальным клиентом – это именно проявление нетерпимости и дискриминации. Такая позиция адвоката Натальи Романек не просто невежливость, это подрыв доверия ко всей адвокатской профессии. Люди должны знать, адвокат в Украине – это человек, который помогает защищать права, а не выбирает клиентов по языку, политическим взглядам или чему-то еще. Адвокатура – это не клуб по интересам, это институт, который служит обществу и Конституции. Поэтому, друзья, я не стал молчать и терпеть. Уже сегодня я подал официальную жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Львовской области. Именно туда, где зарегистрирована адвокат Романек. Сейчас я продемонстрирую текст жалобы, который я отправил по частям. Смотрим. Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Львивской области. Адрес: от Табакова Валерия Зиновьевича, контактный телефон. І адрес: електронна почта. Заява щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність. 12 січня 26 року я телефонував адвокату Романек Наталії Миколаївні, номер свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 1336 от 16.04.2008 з целью обговорення питання надання правової допомоги. Під час телефонної розмови адвокат відмовився продовжувати спілкуватися со мною и прямо заявила, что не будет со мной разговаривать, поскольку я говорю на русском языке. После этого она прекратила разговор и положила трубку. Считаю такую поведінку адвоката недопустимой и такой, которая противоречит професійним обов'язкам адвоката, а именно статье 21 Закона Украины про адвокатуру и адвокатскую деятельность, обязанность дотримуватися присяги адвокатів і правил адвокатської етики, принципам поваги до клієнтів і осіб, які звертаються за правовою допомогою, загальним вимогам добросовісності, компетентності і поваги к професії, статьи 11.12 правил адвокатской этики, принципа верховенства права и недискриминации. Отказ адвоката надавать или хотя бы продовжить спілкування з потенційним клієнтом виключно через мову спілкування, за умови, що я не вчиняв образ или погроз, есть проявлением неповаги до особи,
необґрунтованной дискриминацией за мовной ознакой и подрывает авторитет адвокатской профессии в глазах общества. Прошу, первое, прийняти эту жалобу до розгляду і відкрити дисциплінарне провадження стосовно адвоката Романик Наталії. Второе, дать належну оцінку викладеним діям адвоката на предмет наявности дисциплинарного проступка. Третье, за результатами рассмотрения применить к адвокату дисциплинарное стягнення, предусмотренное статьей 31 Закона України про адвокатуру і адвокатську діяльність, повідомить мене про прийняті рішення та хід розгляду скарги на електронну почту. Додатки, скріншоти контакту і історії звонков Viber от 12.01.2026. Дата и подпись. Вот такая жалоба, друзья. Я приложил скриншоты, как я уже сказал. Я не разжигаю языковую войну и не призываю к каким-то конфликтам. Наоборот, я за то, чтобы адвокаты в Украине помнили свою главную миссию – помогать людям, защищать их права, быть доступными для всех граждан, независимо от того, на каком языке они говорят – украинском, русском, крымско-татарском, английском или любом другом, если это не мешает делу. Если адвокат не владеет русским, он может сказать: «Извините, давайте на украинском». Или «Я не очень комфортно говорю по-русски, но попробуем». Но просто бросить трубку из-за языка – это уже за гранью профессионализма. Причем, друзья, я точно знаю, что Наталья Романик русским владеет и прекрасно его понимает. Если вы, друзья, мои подписчики, клиенты, коллеги, сталкивались с подобным, пишите в комментариях свои истории, анонимно, если нужно. Если считаете, что адвокат не имеет права отказывать в общении по языковому признаку, ставьте лайк, делитесь этим видео, чтобы как можно больше людей узнали о таких случаях. Адвокатура в Украине должна быть открытой, честной и равной для всех. Только тогда она заслуживает доверия общества. Спасибо, что досмотрели до конца. Если будут вопросы, пишите в комментариях, на почту, звоните по телефону. Все будет хорошо. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.